Здравствуйте, я сегодня хотел поговорить с вами о шаровых молниях. Шаровая молния, рассказ об этом я хотел бы начать с общего обзора. Общий обзор – это плазма, поскольку на сегодняшний день все представления шаровой молнии, они укладываются в представление достаточно компактно сгруппированной плазмы. Значит, что такое плазма? Плазма – это частично или полностью ионизированный газ. Температура плазмы может быть от 2000 градусов и выше. Ну вот, например, в солнечной короне там около 6000 градусов Цельсия, ну или Кельвина, в принципе, это почти одно и то же. По плазме очень много написано работ и существует большое количество уравнений дифференциальных состояний плазмы, общее состояние, плазма в движении. Это гидродинамические и гидроэлектродинамические уравнения. По применению плазмы есть множество идей по созданию магнитогидродинамических генераторов. Это достаточно серьезная тема. Скажем так, на сегодняшний день пока что от нее промышленность отказалась, то есть промышленного применения у нее практически сейчас почти что нету. Вопрос сводится применительно к шаровой молнии к тому, что на самом деле какая бы ни была плазма, ее необходимо в любом случае удерживать чем-то. А шаровая молния – это самоудерживающаяся плазма. В основном основной способ, или, скажем, основной вид шаровой молнии и способ ее возникновения идет от электрического разряда, то есть от обычной молнии. Много раз пытались в лабораториях создать шаровую молнию, но получали какой-то отпечаток на снимках, но самой достаточно хорошо структурированной шаровой молнии пока что до сего момента получено не было. По поводу существования шаровой молнии существует больше 400 теорий. Это теория внутреннего структурирования. Эта теория касается того, что плазма в таком виде может существовать в магнитном поле Земли и двигаться по эквипотенциальным линиям этого магнитного поля. Ну, все эти теории на сегодняшний день достаточно проблематичны. То есть они не выдерживают критики со стороны уравнения энергии, поскольку плазма все время энергию излучает, так или иначе, лучистую, тепловую. А при этом практически ее заряд почти остается одинаковый. При всем этом еще в процессе своего движения она, конечно, часть какую-то своего заряда теряет. В молнии обычно для того, чтобы получилась шаровая молния, это достаточно сильная должна быть молния, обычная электрическая. Ну, для сравнения, в молниях это от 500 килоампер, то есть 500 тысяч ампер ток идет и больше. От 10 тысяч до миллиона вольт. И температура плазмы шаровой молнии от 20 до 30 тысяч Кельвин. Это в молнии, в простой. От 20 до 30 тысяч Кельвина. И этой энергии считается достаточно для возникновения шаровой молнии. Из тех теорий, которые
предлагают объяснение шаровой молнии. Основные выглядят приблизительно так. Самая серьезная из них — это теория, которую предложил Петр Капица. Она касается того, что шаровая молния все время чем-то подпитывается, какой-то энергией извне, но точно не установлено какой. Есть теория, которая говорит о том, что автора сейчас не помню, о том, что молния состоит из сотовых структур электрического заряда. И этого вполне достаточно. То есть она настолько энергоемкая и компактно упакована, что может терять определенное количество энергии, даже большое количество энергии. Но при этом ее внутренняя энергия практически не меняется. Есть шаровые молнии, теории шаровой молнии, которые говорят о том, что это просто обычная галлюцинация. Имеется в виду, что от сильного газового разряда в глазу остается какой-то отпечаток, и он какое-то время еще в глазу существует, и кажется, что это молния. Но это не совсем правильная теория, потому что все-таки ученые смогли ее вполне хорошо зафиксировать, смогли установить ее химический состав. То есть, конечно, он состоит из атмосферных газов, в первую очередь, но входит туда же и некоторые элементы, те, которые находятся в почве, калий, магний. И очень, это, конечно, в небольшом количестве, в очень незначительном количестве там может находиться и медь, железо и так далее. Все существующие теории до сих пор не объясняют притока энергии в шаровую молнию. А на самом деле очень странно, как объект может терять энергию, может какое-то продолжительное время существовать в атмосфере, минута, 2-3, кто-то видел даже 5 минут, но это все, так сказать, со слов очевидцев, то есть не все из этого документально зафиксировано. Документально зафиксированы короткоживущие шаровые молнии, это порядка нескольких секунд. Но и все равно из тех, которые зафиксированы даже теми же любителями, они научный интерес представляют достаточно однобокий, в том плане, что можно сказать, да, вроде бы она есть. Вот она летает над огородом там где-то. Провести какие-то эксперименты с ней, изучение и так далее, это практически невозможно. Значит, существующие версии, кроме тех, которые существуют, версии есть еще и многомерная версия, поскольку на сегодняшний день официально ученым-фундаменталистам для объяснения поведения элементарных частиц необходимо было ввести еще несколько измерений. Их количество возросло до 11 и может даже и больше вырасти. То есть имеется в виду, что это очень маленькие измерения, буквально там сравнимые с волной де Бройля. Но этот внутренний вектор, который мы никак не ощущаем, он считается в другом измерении. Он позволяет определить свойства, то есть определить и каким-то образом описать свойства элементарных частиц. Шаровая молния, конечно, если там в свободном состоянии ионы и электроны, конечно, она должна, по идее, этими теориями описываться. Для того, чтобы попробовать объяснить самим себе, что там может происходить, откуда подпитывается энергия, необходимо установить или вспомнить, или
сформулировать, скажем так, несколько постулатов. Дело в том, что то, что мы видим на треках элементарных частиц, показывает, что частица, зажатая волной де Бройля, она движется небольшими отрезками, то есть в виде пунктирной линии. Это означает то, что частица половина времени существует в нашем измерении, половина времени в другом. Я думаю, что существование другого, скажем так, пятого измерения, оно этим наглядно объясняется. И поскольку измерение, это, конечно, это достаточно условное название. Вот мы приняли, что мы живем в трехмерном мире плюс время 4, а пятое это куда? Мы его на сегодняшний момент вот так напрямую его ощутить не можем. Мы видим только последствия, только то, что мы видим. Для того, чтобы его пощупать, конечно, нужны более серьезные, более заточенные под квантовый скачок приборы. Однако, если предположить, что все эти снимки, они сделаны компетентными людьми, это ученые люди, чья жизнь, в общем, представляет из себя весь квантовый мир, это означает, что все мы вместе, вся наша Вселенная, половину времени существует в этом измерении, половину времени в другом. Ну, вот интересно, что все слабые сигналы настолько слабые, что они укладываются в волну де Бройля, они, соответственно, имеют обратный отпечаток, достаточно хорошо выраженный в другом измерении. А это значит, что для них практически нету расстояний в нашем понимании, в каком мы себе привыкли представлять мир. То есть, например, бесконечно тонкая материя, такая как мысль, это не просто плод нашего воображения, она имеет вполне серьезную, вполне хорошую физическую основу, продукт работы разума. И я думаю, что эта мысль, она, имея отпечаток в пятом измерении, то есть поскольку все мы находимся сейчас, все здесь и сейчас, то есть все время движемся в одной трехмерной плоскости во времени, то надо сказать, что мысль должна на всю Вселенную распространяться в одно и то же мгновение. То есть моя мысль, она мгновенно существует и на Альфе Центавра, и в другой, и в самой дальней галактике. Это без разницы совершенно. Поскольку Вселенная достаточно большая, необходимо предположить существование других цивилизаций. Среди них есть вполне возможно те, которые отстают от нас, но есть и цивилизации, которые достаточно быстро нас опережают. Ну, вот для примера вспомним хотя бы 20 век. В начале 20 века еще велосипед был чудом. И кино на пленке. А сейчас? Я вот, например, не представляю, как мы бы жили, как мы вообще жили там 30 лет назад без сотового телефона. Или когда камеры были у всех на 12-миллиметровой тонкой пленке. Это был достаточно тяжелый процесс, надо было ее отдавать после съемок специалисту, чтобы он ее приводил в порядок, чтобы он ее проявлял. В общем, для того, чтобы можно было впоследствии поставить на проектор и смотреть это как кино. И поскольку между разумными цивилизациями существует
огромное расстояние линейное в нашем мире, в том, в котором мы с вами живем, необходимо это расстояние каким-то образом сокращать. Но вот мысль, она распространяется мгновенно, поскольку она идет через другое измерение. Исследовав его, можно будет впоследствии, в будущем, ну, в ближайшие, может быть, 20-30 лет, раскрыть тайну гипноза. Потому что это происходит не совсем в нашем мире, это происходит именно за счет того, что информация идет в другое измерение и возвращается обратно в каком-то другом виде. Поэтому информация о том, о чем мы думаем и чем мы тут живем, она в развитых цивилизациях достаточно далеко от Земли, это может быть и 1 миллион световых лет, она практически одновременно, в то же время, в каком она существует, в том же виде ее могут собирать и там. Но вот информацию за счет мысли и за счет тонких энергий собирать можно. А можно ли как-то собрать информацию о том, что происходит у нас здесь воочию? То есть то, что называется визуальным наблюдением. Достаточно легко предположить. То есть я бы, например, на месте людей, которые живут достаточно хорошо развитой цивилизацией, которые, естественно, ловят каким-то прибором, а может быть и биологическим методом, естественным путем наши мысли и наши соизмерения и отношения к жизни в далеком мире. На их месте необходим, то есть мне потребовалось бы какое-то визуальное наблюдение. Нужен был бы глаз. Но для того, чтобы организовать этот глаз за 1 миллион световых лет, или даже за 1000 световых лет, все равно для этого нужна колоссальная энергия. И главное, нужна какая-то отправная точка, нужна база, на которую можно было бы нанести эту информацию и которую можно было бы оттуда снять. Вот сейчас я информацию от себя снимаю на эту камеру. Это понятно, она, соответственно, вся эта информация укладывается на диск, и потом ее можно будет переработать, посмотреть, каким-то образом разрезать, перевести на другой язык. А как сделать так, чтобы за 1 миллион световых лет от нас, имея, конечно, высокоразвитая цивилизация, имею в виду, чтобы можно было посмотреть воочию, что на самом деле там происходит. И не просто глянуть, а скорее всего глянуть в полном диапазоне. Это в ультрафиолетовом, вот, в световом диапазоне, которым ловит свет человеческий глаз. И во всех возможных диапазонах. Для этого нужен, конечно, какой-то объект, нужна отправная точка, нужен какой-то материальная база, где это можно все сфокусировать. Вот на этот счет у меня простая и доступная идея. Поскольку имеются такие вещи, как молнии на планете Земля, происходит газовый разряд, и образуется на какое-то время небольшой плазмоид или плазменный шар, то, что мы называем шаровой молнией. Вполне можно, имея достаточное количество энергии и способы тонкого управления их из другого измерения, соответственно, запрограммировать и сложить его таким образом, за счет энергии, конечно, той цивилизации, которая будет это делать, чтобы превратить его в свой собственный глаз.
И это вполне возможно. То есть, ну, для человечества пока что еще рано об этом говорить, но о том, что инопланетная цивилизация вполне может наблюдать за жизнью на Земле при помощи шаровых молний, собирать информацию визуального характера, это вполне реально. Это вот такая гипотеза, она очень многое объясняет. Временами очевидцы говорят о том, что шаровая молния ведет себя как разумное существо, но при этом она, конечно, может кого-то ранить, калечить, даже может сжечь дом. Это вполне возможно, что управление этой плазмой, этим плазмоидом или шаровой молнией, она идет откуда-то извне. И управление идет с большого расстояния, и это достаточно тяжелый, трудоемкий процесс. И имеется в виду еще и то, что не все цивилизации относятся к нам как к равным, потому что если, например, космический аппарат, вот отправленный землянами на Марс, он не имеет такого жесткого визуального наблюдения. И в любом случае, если он будет садиться, а вдруг на Марсе там живое существо, олень или кто-нибудь еще, но все равно ему надо совершить посадку, иначе он разобьется. И даже ценой жизни этого существа придется эту посадку осуществлять. То же самое происходит и с другими цивилизациями по отношению к землянам. Конечно, они стараются каким-то образом обойти углы. У них есть наверняка те же свои собственные научные споры. Серьезная техника. И изучение других планет и других цивилизаций ведется разными методами. Но вот на Земле это ведется наверняка при помощи плазмоидов, то есть при помощи того, что мы называем шаровыми молниями. Ну, как на других, не знаю. А почему не может произойти шаровая молния от любого газового разряда, там, например, в лаборатории или где-либо, и почему не могут инопланетяне это использовать вот, в соответствии с вашей теорией? Ну, мне все-таки кажется, что лабораторный разряд он достаточно слабенький. Ну, если теория или гипотеза в общем и целом верна, то ведь им приходится тратить огромное количество энергии. Кроме того, это количество энергии надо каким-то образом пропустить через все это расстояние, туда и обратно и вытащить информацию. А это достаточно сложный энергоемкий проект. Поэтому какие-то слабенькие разряды, они могут породить там на 1/100 долю секунды шаровую молнию. Но для того, чтобы ее удержать, никто не даст на это энергию. Потребуется очень много энергии. Потому что я думаю, что на создание энергии самого шарового плазмоида необходимы мегаватты. А для тех, кто эту энергию затрачивает как заказчик, на это, наверное, идет намного больше. Это может быть гигаватты или тера. Достаточно большие суммы. То есть большое количество энергии. Невероятно огромное. И сделать это ж надо удержать плазменный шар. Сколько у нас уходит мегаватт или тераватт на то, чтобы плазму удержать и разогнать каким-то образом, ну, в циклотронах, например, в тех же. Огромное количество энергии. А для того, чтобы ее еще передать откуда-то и здесь, то есть дистанционно все это сжать,
и снять с этого информацию, тем более, поскольку молния все-таки это шаровой плазмоид, то, по всей видимости, картина идет шарообразного вида, то есть информация собирается полностью со всей сферы и уходит в центр. В центр она уже уходит, идет через другое измерение, соответственно. Вот примерно как-то так. Как можно объяснить доставку информации, используя молнию, вот, например, отсюда куда-то далеко? Ну, на самом деле, выход в другое измерение и обратно, вернее, вход в него и выход обратно из него, он не имеет на самом деле расстояний. То есть это тоже, в общем-то, пятое, это другое измерение. Все правильно. Но оно нелинейное, оно не такое вот, как, например, наше трехмерное. Мы же не можем просто так взять и помножить время на расстояние. Можно, конечно, но это не совсем правильно. На самом деле расстояние в другом измерении, они имеют другую структуру и другой физический смысл. То есть туда надо войти, направить и выйти. То есть там вошли, направили на эту точку и обратным ходом точно так же. Расстояние, там время значения не имеет, то есть это все практически мгновенно осуществляется. Единственное, да, как я уже говорил, затрачивается очень большое количество энергии. И количество энергии затрачивается большое не просто само по себе, а это достаточно узкий направленный пучок энергии. То есть в маленькую единицу объема входит очень много энергии. Достаточно напряженная штука. А вот как процесс, как они формируют это с такого расстояния, это пока что загадка и для меня тоже. В заключение я хочу сказать, что время жизни этого шарового плазмоида или шаровой молнии, оно достаточно ограничено. Ограничивается оно именно тем, что подпитка энергии у него ограниченная, и она идет какое-то ограниченное количество времени. Поэтому с момента зарождения за 2-3 минуты собирается огромная информация с нашей планеты и отправляется в какое-то другое место. И как только лимит энергии исчерпывается, молния исчезает. То есть она первым делом теряет управляемость, натыкается на какой-нибудь предмет и обычным способом самоликвидируется взрывом. Но уже в этот момент, в момент взрыва, конечно, подпитки извне у нее нету. Спасибо за внимание.